Пустяки, скандалы, интриги, расследования. Телевизия Samsung и других марок обладает изображение. Можно ли это отключить? Да, можно, но только на Smart TV Samsung. И только Samsung. И только серии Ах, увы. Да, мне от безысходности тоже хочется забиться в огородик и летать. Возможно, получение рута и на других сериях ТВ, но не по этой инструкции. Если она кажется вам трудновыполнимой, то инструкции для других серий телевизоров будут казаться вам, да и мне, невозможно сложными. Если не хочется ничего делать или не получилось, то можно смотреть каналы на компьютере по HDMI. Итак, начнем. Лев. Вам понадобится телевизор Smart TV, Samsung серии H, USB накопитель, а лучше 3. Так будет удобнее. Компьютер или ноутбук. И пульт для телевизора Samsung инфракрасный. Вот такой. Не блютузный, а инфракрасный. Иначе не получится. Это нужно для входа в сервисное меню телевизора. До установки рута в телевизоре нужно изменить некоторые параметры в сервисном меню. Следует учесть, что когда оно откроется, телевизор сбросит настройки изображения. Поэтому обязательно их сначала запишите. Мы смотрим настройки обычного меню телевизора. Вот меню. Настройки изображения. Их нужно будет записать. Или сфотографировать. У меня стоит подсветка 12, контраст 80, яркость 45. Все остальное 50. Режим стандартный. Вот режим стандартный. И если другой, другой режим изображения, в общем, выбирать не надо. Входим в сервисное меню телевизора. Телевизор должен быть выключен. Вот здесь горит красный огонечек. И теперь мы берем пульт и нажимаем эти кнопки. Инфо, меню, мут, пабел. Телевизор при этом может только думать. Бывает быстро открывается, бывает не очень. Так что, это опыт все-таки. Теперь мы можем взять любой пульт, инфракрасный или блютузный, и им управлять сервисным меню. Итак, когда вы находитесь в сервисном меню, будьте предельно осторожны. Не меняйте параметры, которых нет в этой инструкции, кнопками влево и вправо. Чтобы зайти в сервисное меню, можно воспользоваться приложениями на телефоне, если в телефоне есть инфракрасный пульт. У большинства телефонов сейчас этот пульт присутствует. Можно воспользоваться программами ELM или Smart TV LS. Это приложение можно найти в Google Play. А теперь начнем. Значит, нам нужно отключить OTN Support и Watchdog. Мы берем тут, нажимаем ОК. И тут находим потихоньку. OTN Support здесь должен стоять Off. Если это не так, то мы это отрегулируем кнопками влево-вправо. На пульте я
влево и вправо. И если теперь Watch Dog. Для того, чтобы выключить Watch Dog этот, нужно пульт. И теперь выбираем Control. Hotel Option. Здесь Hospital Remote должен быть on. Теперь выбираем Cloning. Clone TV to USB. Здесь ждем немного. Вот, значит, мы все-таки зашли в расширенное сервисное меню с помощью клонинга. И теперь Watch Dog находится здесь. Это путь такой длинный. Control Sub Option. И здесь есть Watch Dog. Он должен быть выключен. Теперь мы будем выходить из сервисного меню. И здесь мы должны поставить. Ну да, не тут. Идем по пути Control. Снова по тому же пути идем. И здесь Hospitality Mode выключаем. Так. Все. Теперь мы выходим. Флешку можем выдвинуть. Подключаем маленький USB-удлинитель к телевизору, чтобы было удобнее работать. Сейчас заходим по следующему пути. Настройки, поддержка. Обращение в Samsung. Здесь смотрим версию прошивки. Если она выше указанной на экране, то установить тут вряд ли получится. И нужно сделать даунгрейд прошивки телевизора. Нет, это не от слова down, это от слова вниз по-английски. То есть нужно ее откатить. Мы переходим по ссылке в описании и скачиваем нужную прошивку. Версии 0000 для вашего телевизора. То есть, если прошивка TMCT14, то есть как у меня, то скачиваем по ссылке в описании такую же. Там будет ссылка на облако. Нужно выбрать именно ту же прошивку, которая стоит в телевизоре. То есть, например, как у меня, TMCT. Если у вас другие буковки, то вы должны выбрать их, чтобы прошивка соответствовала требованиям. Нужно распаковать архив с прошивкой 0000 в корень флешки и подключить ее к телевизору. Вот, флешка подключена к телевизору, и теперь мы установим эту прошивку нулевой версии. Меню, поддержка, обновление по, обновить сейчас, выполнить поиск файлов, да. Доступна новая версия. Нажимаем да. Теперь нужно подождать. Кстати, прошивка весит гигабайт. Ну, для этого телевизора, конечно же. Даже чуть-чуть меньше гигабайта. Но это так, к слову.
это Smart TV все-таки. Ну, могу пока рассказать интересный факт. Итак, Smart TV Samsung работает на операционной системе WebOS, которая относится к Unix-подобным системам. Вот так вот. Что ж, телевизор установил прошивку и перезагружается. Теперь мы можем убрать эту флешку. Здесь у нас появилась надпись, но давайте мы эту надпись пока будем игнорировать. Дальше мы скачиваем прошивку нужной версии и скидываем уже желательно на другую флешку. Если у вас, к сожалению, другой флешки не оказалось под рукой, то можно скинуть на эту же, но так лучше не делать. Теперь мы скачали прошивку для этого телевизора. Выбираем снова поддержка обновления по. Опять на все соглашаемся. И опять придется ждать, пока он обновится. Мы произвели downgrade, то есть получается у нас была версия, например, 2.1.40, потом мы установили нулевую, потом установили какую хотим. Стоит заметить, что интерфейс меню и смарт-хаба в телевизоре может немного измениться. И если вас тоже взбесило то, что эта табличка обновит сейчас ёрзает во все стороны, то обязательно поставьте лайк этому видео, ведь я очень старался, когда его делал, и на это ушло много часов работы, потому что видео нужно не только снимать, но и монтировать. Ну да ладно, вот телевизор уже почти обновился, и как только будет тут написано 100%, то downgrade будет завершен. Запомните, что не для всех прошивок телевизоров есть версия 0000, и если ее нет, то нам никак не сделать downgrade, то есть не получить лут. Вот так вот. И теперь мы уже почти закончили. Скачиваем архив по ссылке в описании, который нужно распаковать на флешку. Там как раз у нас эти библиотеки LibFitScreen и SemiGo. Это программы. Мы их распаковали на флешку и вставили в телевизор. Помните, вам пришлось пожертвовать флешкой. Да, настолько эта инструкция сложная, к сожалению. Но, как говорится, это того стоит. Сейчас мы включим автообрезку. Мы можем взять уже обычный пульт для этих целей. Вот обычный пульт. Это блютузный, как вы уже помните из начала видео. Мы нажимаем кнопку Smart Hub и ОК. Теперь тут мы выбираем этот виджет Install SemiGo. Здесь мы ждем 5 секунд и нажимаем кнопку ОК. Я нажму кнопку, потому что не люблю ждать. И теперь еще раз. Нужно нажать кнопку ОК. Мы нажимаем теперь Return и выключаем телевизор. А теперь включаем телевизор. И теперь нужно подождать 3 минуты.
Если точнее, то ждать нужно немного меньше 3 минут. По-моему, 2 минуты 45 секунд. Итак, сейчас автообрезка включится автоматически. Мы должны поставить масштаб по размеру экрана, чтобы были видны изменения. Как только телевизор загрузится и включится антиобрезка, то изображение пропадет на несколько секунд. Смотрим расстояние. Вот это. Вот между логотипом и краем матрицы. Вот и загрузился наконец. Как видите, антиобрезка загрузилась, но, к сожалению, в таком режиме есть несколько минусов, ну или даже особенностей. Переходим, например, на HDMI. HDMI, к сожалению, отображается некорректно в этом режиме. Видите, что очень яркое. И вот если мы что-то допустим, то вот видите, не влезает. Вот не влезает. И еще кое-что. Переключаем на какой-нибудь HD канал. Вот HD. И в этом режиме HD каналы отображаются как SD каналы. То есть так получается, что HD каналы превращаются в обычные, и у них теряется качество, к сожалению. Вот так. Всегда смотрим, чтобы было по размеру экрана, особенно на HD каналах. Вот что. Вот и какая киса хорошая. Вам же нравится киса? Вряд ли это можно заметить, но если посмотреть внимательно, то можно. Как раз вот HD каналы отображаются плохо. Ну вот, что поделать. Значит, в этом режиме не смотрите HD каналы и HDMI, то есть только обычные каналы, у которых большинство. И еще на всякий случай одна особенность. Есть каналы, которые висят в 4:3, то есть в старом формате. Нужно висать в широком формате, а они висят в квадратном, потому что не успели обновить оборудование. Да-да, в 2018 году-то очень не кайф так делать. И если антиобрезка включена, эти каналы не обрезаются, но растягиваются на весь экран, как вы видите. Чтобы выйти из этого режима, мы должны перезагрузить телевизор. То есть мы его выключаем, а потом включаем снова. И теперь телевизор будет дальше обрезать каналы. Видите, здесь расстояние стало меньше. Сразу видно, что обрезает. Расстояние между логотипом и краем экрана должно быть большое. Когда мы перезагрузили телевизор и все вернулось как было, у нас HDMI отображается корректно. То есть мы, например, можем вывести сюда окно, и оно будет нормально отображаться во весь экран. Чтобы тут было видно крестик, например. К сожалению, все имеет свои минусы, увы. Напоследок хочу сказать, если не получилось установить root, можно посмотреть инструкцию по ссылкам в описании. Если не хочется ничего устанавливать, то можно использовать HDMI кабель и компьютер и смотреть все каналы на компьютере, причем бесплатно. Спасибо за просмотр, подпишись на канал, лайк, подписка и донат, будет очень рад, даже если будет всего 5 рублей кинуто. Да-да, я очень старался над этим видео и очень хочу, чтобы это было не зря. Так что поддержите автора, как говорится. Вот и все. Я желаю всем удачи, и чтобы у вас все всегда получалось. Всем добра и здоровья. Всем пока.